И, друзья, хотела с вами еще поговорить по поводу вчерашнего видео. Зрительница одна стала писать, какой бред по поводу того, что у Олега понизилась мочевая кислота. Что за чушь, не вводите людей в заблуждение. Ну, во-первых, я вам хочу сказать, что наш канал, это не, как его там зовут, доктора, доктор, да? Это не канал доктора Комаровского, мы никому ничего не навязываем, уж тем более не ставим диагнозы и не назначаем лечение. Вот, мы просто делимся своим опытом, в смысле вводите людей в заблуждение или не вводите. Мы просто прочитали в интернете, что очень сильно способствует понижению мочевой кислоты вишня. Менее, но тем не менее тоже способствует понижению, в меньшей степени, но тем не менее тоже способствует понижению мочевой кислоты клубника. Вот. И, исходя из этой информации, стали просто на регулярной основе кормить ребенка клубникой. Безусловно, возможно, различные другие факторы тоже сыграли свою роль. Мы не пользуемся никакими медикаментами, абсолютно. Мы не пьем совершенно ничего, несмотря на то, что сейчас зимний период времени. Может быть, можно было бы детям подавать витамин D. Вот, но мы не даем витамин D, но в любой солнечный день, а их тут, в принципе, предостаточно, да, в Турции, мы стараемся бежать на улицу с детьми, чтобы они получали витамин D. Вот, я понимаю, что там в зимней одежде, но, тем не менее, все равно хуже не будет, если они в солнечный денек прогуливаются по набережной. На понижение мочевой кислоты у Олега сыграла, возможно, не только клубника. Безусловно, приехав в Турцию, у нас поменялся рацион. Вот, полностью из рациона исчезла свинина, за исключением той свинины, которую я привезла из России, помнишь, Леш? Сало я привез с Украины. Сало из Украины Леша привозил, Олег тоже его ел. Ну, относительно того, сколько мы ели в Подмосковье дома, этой свинины, мы только ею и питались практически, да? И сколько мы едим здесь этой свинины, ну, это, конечно, капля в море, вот. Те несколько кусочков сала, что Алексей привез, и те шашлыки, которые я от бабушки привезла в заморозке. Полностью исчезла из рациона свинина. Немножко появилась говядина. Все-таки дома, мне кажется, мы меньше говядины ели, чем в Турции, да? В Турции что ни манты, котлеты, так это все говядина же у нас, правильно? Фарш говяжий. Чуть-чуть появилась в рационе говядина. И очень много стало в рационе курицы и овощей. Вот. Рацион питания поменялся. Ну, безусловно, климат поменялся. Что еще? В принципе, все остальное более-менее осталось такое же, как в России. Единственное, что до недавних пор они не ходили в школу, а сидели дома за компьютерами, да? Ну, то есть, менее такой подвижный образ жизни был, да? Но в спорт мы их сразу определили, как только получили эти ВНЖ, сразу мы их определили в спорт, они пошли на тэквондо, в принципе, дома они тоже занимались спортом. Ну вот, я не знаю, какие конкретно факторы повлияли на понижение мочевой кислоты, ни в коем случае не собираюсь никому навязывать наш метод понижения мочевой кислоты, потому что у каждого свое. Еще раз повторюсь, наш канал не канал доктора Комаровского, поэтому слушать нас и действовать также никого не призываю. Что касается зрителей, которые задавали вопрос, как вы узнаете уровень мочевой кислоты в крови у Олега. Я, уезжая из России, понимала, что просто вот по каждому нашему желанию вот так пойти в поликлинику, попросить у педиатра направление на проверку мочевой кислоты и проверить ребенку мочевую кислоту мы не сможем. Вот, и языковой барьер, и, в общем, определенные сложности. Короче, я стала искать в интернете, как можно экспресс-методом, как вот мы глюкометром уровень сахара в крови проверяем, как вот можно ли таким же способом проверить уровень мочевой кислоты в крови. Как оказалось, Олег не единственный человек, страдающий такой проблемой. И да, производители придумали такой аппарат. Вот этот аппарат, он 3 в 1. Проверяет не только уровень мочевой кислоты в крови, но и уровень сахара.
и уровень этого холестерина. Вот, это не реклама, я просто с вами делюсь. Вы спрашивали, задавали вопрос, я вам сейчас раскрою, покажу, и как он называется, тоже покажу. Короче, аппарат, упаковка аппарата представляет собой вот такую вот довольно-таки объемную и вместительную сумочку. Открываем. И здесь у нас с одной стороны инструкция, дневник самоконтроля даже есть, я даже не знала, мы как-то особо не это самое. Инструкцию я читала, а вот дальше я не смотрела, какие документы. Сервисная карта, но это ладно. Здесь, значит, эти шифровальные такие штучки, короче. Оно, по-моему, я не знаю, откуда это. Я, короче, не могу сказать. Уже не помню. Эти иголки. Аппарат для пробивания кожи, да, чтобы кровь получить. И аппарат наш называется Easy Touch GCU. Вот такой вот аппарат. Здесь шифровальная, код вставляешь в виде пластика. Вот этот код конкретно у нас 8090. Видите? Это код, который относится к флакончику с тест-полосками для измерения мочевой кислоты. То есть он был здесь внутри. Я его в аппарат засунула. И, соответственно, когда вот сюда я вставляю тест-полоску, на экране у меня высвечивается 8090. То есть вот это, я согласно инструкции читала, должно совпадать то, что мы видим на экране, и то, что мы засунули вот сюда код. Вот. А дальше все просто. Вот смотрите, видите, написано мочевая кислота для самоконтроля. А дальше все просто. Засовываем, делаем дырку пробиваем в пальце. Засовываем тест-полоску и, как обычно, сахар мы меряем, просто на эту тест-полоску каплю крови, и он показывает. Вот. Меряю я Олегу уровень мочевой кислоты в крови примерно раз в 2 месяца. Иногда раз в месяц. Вот, потому что не так много тест-полосок. Здесь всего 10. Я еще докупала 25, по-моему, да? Не помню, еще 20 или 25 я докупала отдельно, у меня где-то в аптечке лежит. Но учитывая, что мы здесь в Турции теперь надолго, поэтому мы экономим. Часто я не меряю, и в этом нет необходимости, собственно. Что они делают? В ладоши хлопают. Соседи в ладоши хлопают, у нас тут слышно, короче. Собственно, если остальные флакончики я не открывала, вот здесь есть для глюкозы. Я так предполагаю, что внутри этой глюкозы тоже есть пластиковый код. Просто меняешь вот этот пластиковый код на тот, который содержится вот в этом флакончике. И все то же самое вставляешь в тест-полоску, каплю крови и проверяешь глюкозу в крови. А еще есть тест-полоски для проверки холестерина. Их вообще 2 штучки, видимо. Вот. Видимо, они самые, наверное, дорогостоящие. Я не знаю, почему этих 10 положили. Вот, видите, написано. Для глюкозы тоже 10 положили, а для холестерина всего 2 тест-полоски нам положили. Но это было все в комплекте с этим аппаратом. Вот, так что вот таким вот аппаратом Easy Touch GCU мы меряем мочевую кислоту. Холестерин мы не пробовали мерить, нет необходимости, никому мы не мерили. А глюкозой тоже не пользовались. Какой тут срок годности, надо посмотреть. Июнь 22 года, надо будет использовать до июня 22 года. Глюкозой мы не пользовались, потому что для глюкозы у нас давным-давнишний аппарат, контур, который мы привезли еще... который мы покупали еще году, наверное, в 2013 или 2014. Давно им пользуемся, этим контуром. И я его привезла, у меня там много тест-полосок. Соответственно, вот этим новым аппаратом глюкозу мы не измеряли. Меряем только регулярно мочевую кислоту. Вот как-то так, друзья. Кто-то мне писал, покажите. Покажу. В следующий раз что-то, не было даже мысли взять камеру и показать вам весь этот процесс. В следующий раз
через месяц, может быть, через 2, ну вот когда мы надумаем очередной раз измерить Олегу уровень мочевой кислоты, я обязательно возьму камеру и весь процесс вам покажу. Мне не жалко, просто, ну вот совсем, получается, позавчера я ему померила, и в ближайшее время мерить не собираюсь. Как только соберусь, я вам обязательно весь этот процесс покажу. Вот как-то так, друзья. Так что следим за ребенком. Мочевую кислоту мы выявили. Нас ничего не беспокоит, у нас совершенно все хорошо, и самочувствие, и нет никакой сонливости, в общем, все хорошо. Как мы узнали о том, что у нас повышенная мочевая кислота, это после перенесенного аппендицита по анализам. Вот. Много обследовались, много кому ходили, и эндокринолог у нас супер-мега крутая, по рекомендациям, к которой мы пришли. Мы много пропили этих препаратов из iHerb. iHerb это, ну, многие с этой компанией знакомы, у многих очень положительные отзывы об этой компании. Я никогда ничего вам не говорила про эту компанию, потому что ничего хорошего я о ней сказать не могу. Но так как многие о ней очень хорошего мнения, переубеждать я вас тоже не намереваюсь, поэтому я просто ничего не говорила. Огромное количество препаратов мы выпили с этого сайта iHerb, который нам назначала, как ее... эндокринолог. Мы уже потеряли надежду получить помощь от нефролога, который непосредственно специализируется на почках. Нас смотрел и профессор-нефролог, и в частной клинике нефролог, и в государственных клиниках 2 нефролога нас смотрело. Никто нам помочь не мог, и уже последний, кто нас наблюдал, это в частной клинике, очень-очень хорошая по рекомендациям эндокринолог нас наблюдала. Вот, куча препаратов мы пропили с этого сайта iHerb, в том числе даже, знаете, какой был препарат? Мочевая кислота на английском языке называется урикосид. Правильно говорю? Урикосид. Так вот, этот у нас даже был препарат урик-контроль. То есть, ну, это американский сайт iHerb, и препарат, получается, на русский, если переводить, назывался контроль мочевой кислоты. Даже такие таблетки в виде капсул у нас были, баночка с этим урик-контролем. Все мы это пили, все рекомендации соблюдали, строго прям соблюдали рекомендации каждого доктора, который наблюдал Олега. Вот. Но, к сожалению, и это эндокринолог из частной клиники, на которую мы потратили огромное количество денег. Просто я даже не знаю, я даже не считала. Просто я знаю, что каждый прием 5000 рублей. На прием мы ходили к ней несколько раз, не скажу, что прям много, но несколько раз ходили, потому что она наблюдала. Дважды по ее рекомендациям мы делали заказ на iHerb. Каждый заказ получался на 6-7 тысяч. УЗИ она нам разок за 3000 сделала. Ну, щитовидку на всякий случай проверить. Ну, короче, денег оставили там немерено. Помощи адекватные не получили в виде пониженных цифр, да. Ну, как бы мне нужен был один результат, чтобы я увидела уровень мочевой кислоты, цифру в пределах реферального значения для его возраста. Ни один доктор, к сожалению, нам не смог помочь. Мы много ходили, мы много лечились, мы строго соблюдали все рекомендации каждого доктора. Мы, я не знаю, какое количество анализов сдали. Такое количество анализов, наверное, мы с Алексеем и Мишуткой, ну, остальные члены нашей семьи, за всю свою жизнь вместе совместно не сдали, сколько вот за эти 2,5 года Олег у нас сдал анализов. Вот. Поэтому никто нам помочь не смог. Приехали мы в Турцию. Особо мы тоже не надеялись, что мы там вот приехали вылечить Олега. Мы о том, что клубника способствует понижению мочевой кислоты, так же, как и лимон. Та зрительница, которая писала, что какой бред, что за чушь, не вводить людей в заблуждение, просто почитайте. Просто почитайте. Лимон, клубника, вишня, все эти фрукты и ягоды способствуют понижению мочевой кислоты в крови. Вот. Мы просто, как только это услышали, мы не можем ребенка пичкать там большим количеством лимона. Он ест их там по дольке, утром может с чаем выпить, да, ну там.
Вишню тоже мы не могли найти в Турции в таком количестве, в котором хотелось бы. Ну, а клубника, она доступная, она, нам Ирай помогал прям с фермы, там, где выращивают клубнику, доставать ее, почему нет? Вот, и мы просто стали регулярно есть клубнику. Пошла динамика, понимаете? Как только мы это осознали, что клубнику надо есть Олегу, Мишутка ел немножко клубнику, мы с Алексеем даже не притрагивались к клубнике, чтобы больше доставалось Олегу. Вот. Могли, когда только ящик привезли по ягодке, да, съесть, мы вообще ее не трогали. Ну, да, все Олегу, все Олегу. Старались кормить Олега регулярно. Вот. Мишутка подклевывал, ну так тоже немного, в основном съедает у нас всю клубнику Олег. Вот. И когда мы поняли, что мы это можем делать... при помощи натурпродукта, почему нет? Собственно, почему нет? И мы стали это делать на регулярной основе. Вот. И вместо того, что спасибо вам огромное количество зрителей просто порадовались за то, что у Олега нормализовалась мочевая кислота. Но те, которые писали, что за чушь, не вводите в заблуждение, друзья мои, просто примите к сведению наш опыт и порадуйтесь за нас. Станьте добрее. Если нужно, то пользуйтесь. Если нужно, то пользуйтесь. Опять-таки, мы... не медики, никого ни к чему не призываем, просто делимся своим опытом. Вот, опять-таки, я не могу вам сказать, что на 100% это клубника, и не спорьте со мной. Здесь много факторов, опять-таки, повторюсь, могло сыграть много факторов. Смена климата – это немаловажный фактор, я считаю. То, что они летом, все лето в одних плавках на солнце, это тоже немаловажный фактор, это тоже способствовало, скорее всего. Поэтому, если вы начнете там, я не знаю, в России, в Казахстане, в какой бы то ни было другой стране употреблять клубнику, и у вас не будет результата, это не значит, что вот мы такие вот какие-то неправильные вам советы дали. Во-первых, мы никому ничего не советуем. Мы просто делимся своим опытом. Вот. Во-вторых, мы переехали в Турцию, у нас поменялся рацион. И появилась на регулярной основе клубника. Вот. Что именно способствовало понижению, я не знаю. Но как только мы стали употреблять регулярно клубнику, когда не употребляли, мы это не сразу узнали, кстати, к вашему сведению, да, мы не сразу узнали о том, что клубника понижает, не сразу стали на регулярной основе просить Олега, чтобы он употреблял клубнику. Вот. И когда мерили тогда... Помнишь, летом еще мерили, у него была такая же высокая мочевая кислота. Почему, собственно, мы подумали, что все-таки это клубника, да? После того, как мы узнали, мы стали есть клубнику, и пошла динамика. Где-то в районе, я скажу, октября я ему мерила мочевую кислоту, она была чуть-чуть выше нормы. А сейчас, вот спустя, получается, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, 3 месяца я ему не мерила мочевую кислоту. Там поездка в Россию, в общем, как-то у нас не стоит задача вот по понедельникам каждого там, не знаю, месяца, начала месяца. У нас не стоит такая задача, просто как вспомним, так и меряем. Вот, с периодичностью, вот последний раз периодичность оказалась 3 месяца. И получается, да, в октябре он уже кушал клубнику у нас, и в октябре у него была мочевая кислота чуть выше нормы. А сейчас, получается, спустя 3 месяца мы вошли в реферальные значения. Более того, не на самой грани реферальных значений, чему я очень-очень рада. Максимальное реферальное значение 280, у нас 253. То есть она опустилась так, что в пределах нормы. Продолжать клубнику мы будем давать ему и дальше. Я думаю, мы еще один ящик вне сезона сейчас закажем. Ближе у нас немножко еще осталось замороженной клубники. Он ее потихоньку ест помаленьку, потихоньку. Ближе к марту мы еще ящик, я думаю, закажем клубники. А там уже наш друг Ирай сказал, что в апреле, в мае пойдет массово, дешево. И многие из вас знают, я купила морозильную камеру исключительно для того, чтобы заморозить для Олега клубнику. Поэтому я планирую эту морозильную камеру забить так клубникой, чтобы ему на весь год до следующего сезона хватило. Вот, клубника, в принципе, в заморозке не теряет своих полезных свойств, поэтому
есть такое намеревание забить полностью 1,80 м высотой у нас морозильная камера, всю эту морозильную камеру забить клубникой. Вот как-то так, друзья. Я все сказала. Если есть какие-то рекомендации, пожелания, вопросы, пишите нам в комментариях, но только, пожалуйста, не пишите, что за бред я несу, что за чушь я несу, потому что я несу ровно то, что происходит в нашей жизни. Я никогда от вас ничего не скрывала, я никогда не лукавила, я никогда не приукрашивала, не обманывала и не собираюсь. Когда создавала канал, я сразу сказала, на этом канале все будет правдиво, все будет ровно так, как происходит в нашей жизни. Без приукрас, без макияжа, без пафоса, без ничего. Вот мы простые люди и просто вам показываем нашу простую жизнь. Когда она стала в Турции вот такой, да, я в Турции живя, как только пришли холода, на улицу последний раз, я даже не знаю, числа, может, 7 января я была на улице последний раз. Сегодня на момент съемки уже 30 января. Вот, поэтому, да, вот у меня сейчас такая жизнь, я вам показываю ровно то, что у меня происходит внутри квартиры. И многим из вас спасибо огромное, это интересно, что я готовлю, делюсь с вами мыслями, как убираюсь. Вот, и так далее, и тому подобное. Ребята, когда ходят, ребята мои вообще очень активные, они каждый день гуляют, и даже если нет солнца, они все равно каждый день гуляют. Ребята ходят и снимают те локации, в которых бывают они. Вот. Поэтому всем огромное спасибо, кто интересуется нашей семьей. Если будут какие-то там смены локаций, какие-то события происходить, естественно, вы об этом узнаете первые. Вот. Ну, может быть, после нас самих и после наших родителей, потому что с родителями мы тоже общаемся регулярно. На тему моих отношений с мамой Лёши я еще запишу вам видео. Тоже многие заблуждаются по поводу наших отношений с ней. Я вам запишу отдельное видео, чтобы не затягивать этот влог. Я уже буду завершать. Чуть позже будут еще видео, буду с вами еще делиться мыслями. Видео, так сказать, болталки. Вот, поэтому всем спасибо за внимание. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. Пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.